Итак, заключительное видео. Наше путешествие на Кубу было не совсем обычным. Сначала было 3 дня на курорте Вородера в отеле Иберостар Белла Коста. По системе все включено. Обзор отеля есть на видео. Это хороший вариант для того, чтобы акклиматизироваться и адаптироваться во времени. Ведь разница с Москвой составляет 8 часов. Отдыха не получилось, потому что это не очень интересно для меня. Мы выбирались в Вородеро и пользовались туристическим автобусом. Потом началось наше путешествие по Кубе. Мы проехали практически всю Кубу, с запада на восток и обратно. Это было организованное путешествие с питанием, проживанием и экскурсиями. Организатор Гавана Тур. И после этого путешествия было 4 дня отдыха на Кая-Коко в отеле Memories Flamenco Beach Resort. Обзор отеля есть в видео. Поэтому мои наблюдения будут основаны на опыте всего путешествия. И теперь я вам расскажу все то, что я хотела бы знать перед своей поездкой. Постараюсь ответить на те вопросы, на которые я не смогла получить ответы. Вопрос первый. Куда лететь? Если вы хотите отдых-релакс без познавательных экскурсий и поездок по стране, только океан, пляж и покой, то вам на Кая-Коко. Это остров, заселенный только туристами. Каких-то достопримечательностей там вблизи нет. Городов и поселков нет. Выйти из территории отеля некуда. Бары, магазины, клубы, рестораны за пределами отелей отсутствуют. Кубу вы не увидите. Есть один торговый центр для туристов, «Чайка» называется, но там просто нечего купить, хотя туда и возят, даже с экскурсией. Мы съездили на туристическом автобусе, потратили время и деньги зря. Если хочется сочетать отдых и экскурсии, и выходы в город, то это Вородеро. Там можно путешествовать даже самостоятельно. На день-два можно съездить в Гавану, можно брать экскурсии в другие города, можно гулять по городу Вородеро. Немного Кубы вы увидите. Есть еще курортное место Баракоа. Это самый восточный берег Кубы, отрезанный от основной части горами с горными серпантинами. Да, на Кубе есть высокие горы. Там туристическо-курортный бизнес находится в зачаточном состоянии, но для многих это только плюс. Жилье в очень немногочисленных отелях, гостевых домах, кассах и хостелах. Никаких все включено. Есть океан и пляжи. Но главное, есть заповедник с трекинговыми маршрутами, джунглями, горными тропками и прочими активностями. Погружение в страну здесь будет максимальным, но без комфорта. Итак, когда лететь? Это уж сами выбирайте. Вообще-то на Кубе вечное лето. Мы были в феврале. На побережье было комфортно за счет того, что с океана свежесть. А вот в центральных районах Кубы было 35 градусов тепла, без малейшего дуновения ветра. Это тяжело. Дождь встретили примерно минута с несколькими редкими каплями, ни о чем. Но на побережье Вородеро застали шторм на один день, очень сильный. Соответственно, когда шторм, купаться нельзя, и вода становится холоднее. Как лететь? Существуют прямые рейсы у Нортвинд. Лететь долго, 14 часов туда и обратно чуть поменьше. Билеты до Кая-Коко стоят подешевле. В полете кормят мало, развлечений нет никаких. Все берете с собой самостоятельно. Для перелета и въезда на Кубу нужно заранее, но не раньше, чем за 72 часа заполнить декларацию в электронном виде. Ссылка будет в описании. Без нее даже не выдают посадочный талон. Половина очереди на регистрацию и сдачу багажа заполняла декларацию в аэропорте, существенно тормозя очередь. Что брать с собой? Какие деньги? Что везти с собой? Пока только наличные. И доллары, и евро. Менять ли на песо? На Кая-Коко нет. А в Вородеро немного песо нужно иметь. В городе можно платить песо. Это будет выгоднее. Какой курс? Государственный курс 24 песо за доллар. А реальный был 160-170.
Отсюда и все проблемы. Как платить? В некоторых местах возможна оплата в валюте, но только по карте. Нам сейчас это недоступно. Поэтому всегда предупреждайте заранее, что у вас кэш, эффектива, и доллары или евро. Чаще всего выход будет найден и в вашу пользу. И помните, что евро там равен доллару. То есть, например, в туристических автобусах при покупке коктейлей в ресторане, при покупке билетов им все равно, 5 долларов это или 5 евро. Если цена указана в песо, то желательно платить в песо. Перевод в валюту в государственных местах осуществляют по государственному курсу. Например, в дельфинарии в Вородеро за плавание с дельфинами при цене 2400 песо взяли 75 евро. И еще сказали, что это со скидкой. А если бы платить в песо, которые поменяли бы по 160, то это обошлось бы в 15 евро-долларов. Говорят, скоро будет работать карта МИР на Кубе. Это хорошо. Но снять с нее деньги можно будет только по официальному курсу. Но платить там, где цена в песо, тоже будет невыгодно. Зато в валютных магазинах и ресторанах это будет удобно. Но запомните, еще раз повторю, всегда говорите заранее, что у вас наличка. Перед заказом еды, воды, оформлением экскурсии. Иначе потом может быть проблема. Пару раз заказывали напитки за ужином в отелях, а потом наш гид расплачивался за нас со своей карты. Но это было уже не на территории курорта, а в путешествии по глубинке. Если вы приехали только с крупными купюрами, то не расстраивайтесь. Практически сразу можно их разменять на мелкие. В самом отеле у обслуживающего персонала, у которых скапливается огромное количество чаевых, а им нужны крупные, потому что мелкие можно сдать по невыгодному курсу, а вам нужны мелкие для чаевых. Так что не пугайтесь, когда к вам будут подходить с предложением ченч или поменять чего-то. Круговорот чаевых в природе. Мы были, пожалуй, первыми русскими в Кайо-Коко, которые отказывались меняться. Они сами так сказали. А у нас были песо. К концу путешествия обмененные 50 долларов на песо категорически не заканчивались. Чаевые оставляли ими, песами. Кстати, чаевые. 1-2 евро или доллара. Когда у нас появились песо, то 100-200 песо. Это примерно 50-100 рублей по-нашему. И сувениры в виде ручек, таблеток парацетамола, угля и прочего. И шоколад, и конфеты, и даже чупа-чуп. Вспомните или спросите, как у нас было в 90-х годах. Ничего не было, и всему были рады. Так и на Кубе сейчас. Передвижение на курортах. На ресепшене обычно есть расписание туристического автобуса и на Кайо-Коко, и в Вородеро. Цена 5 евро-доллара на весь день. Можно воспользоваться такси или старинным автомобилем, но тут уж решайте сами. Это туристический аттракцион, и с их стороны задача облапошить туриста с кошельком. Общайтесь, сравнивайте, торгуйтесь. В Вородеро есть и местный автобус, тут не подскажу, не пользовались, но думаю, нужны будут песо. Общение. На курортах вас поймут всегда. В отеле даже поговорят по-русски. По-английски, естественно, тоже. За пределами отеля английский понимают и говорят везде, где есть туристы. Если вас занесет куда-нибудь подальше от туристических маршрутов, то желательно знать немного нужных фраз по-испански или иметь оффлайн-переводчик. Интернет. Теперь он есть в отелях в курортной зоне и в некоторых городских отелях внутри страны. Бесплатно, но с некоторыми сложностями. На ресепшн вам выдадут чек или бумажку, на которой будет лично ваш логин и пароль. Каждый раз это нужно будет набирать и подключаться снова. Около ресепшена и лобби обычно сигнал хороший. Дальше как повезет. Обычно слетает. Значит, снова вводить логин и пароль. Зато страничка, где это надо делать, очень информативная. Там есть и карта отеля, и часы работы ресторанов, иногда программа анимации. Ваш аккаунт
действуют 3-5 часов, поэтому лучше отключаться, когда не пользуетесь. Но если это время закончилось, то просто идете с этой бумажкой на ресепшн, и там продлевают или выдают новую бесплатно. Безопасность на Кубе. На Кубе безопасно, но обычные нормы тоже надо выполнять. Не забывать ценные вещи и деньги, не оставлять их в открытом доступе и самим вести себя нормально, даже после дегустации рома и коктейлей. Гуляли вечерами в городах, нападений и приставаний не было. По поводу мелких краж в отелях ничего не могу сказать. Просто убирайте вещи в шкаф или чемодан. На пляж старались деньги и документы не брать. Телефоны были, ничего не украли, но и их мы убирали в сумки, не оставляли на виду. Восходы и закаты. Это страна рядом с экватором, поэтому здесь все ровно. В 6:15 восход и в 6:15 закат. И так в течение года, плюс-минус 15 минут. Закаты шикарные. Это ежедневное бесплатное шоу, которое надо смотреть каждый день. Одинаковых не бывает. А потом темнота. Брала фонарик, пару раз пригодился в прогулках по городам и в отдаленных местах на территории отеля. Один раз выключилось электричество, но ненадолго. Но фонарик помог. И не говорите мне о том, что фонарик есть в мобильном. Да, есть. Но никто не может знать, сколько не будет электричества. А мобильник нужнее. Комары и мошки. Есть, конечно, но не так, как у нас на Алтае, Камчатке и прочих местах. Но есть. Для хорошего сна берите с собой фумигатор, и будет вам счастье. И каких-нибудь лосьонов для вечера, если вас очень любят кусать комары. Ядовитых существ на Кубе нет, кроме медуз, португальских корабликов, которые прибивает к берегу и выбрасывает на пляж после шторма. Не забудьте, пожалуйста, нужные вещи. К ним относятся солнцезащитный крем, косметика, особые любимые шампуни и зубная паста. И все личные лекарства. Мыло, шампунь, гель есть в отеле. Но кому-то они могут не понравиться. Можно, конечно же, все это купить в местном магазине при отеле, но задорого и только по карте, которой у нас нет. А в городах, если есть рядом город, в местных магазинах всего этого нет. Полезные вещи. Термокружка с крышкой. Это для курорта. В нее в баре наливаются напитки, и вы спокойно идете на пляж для употребления. В противном случае выдают хлипкий стаканчик из пластика, маленький и ненадежный. В стекло наливают только если вы употребляете в баре. Канадские туристы все поголовно с литровыми кружками, в основном для пива. Кубинцы из-за такого объема называют эти кружки унитазы. Это игра слов такая, унатаса. Это одна кружка или чаша унитаза. Аквабокс я еще брала для телефона. Пригодился на пляже и на морской экскурсии. Пляжи в основном песчаные, значит, песок был везде. Аквабокс спасал. А на катамаране волны периодически перехлестывались и всех обливали. Мой телефон в аквабоксе не пострадал. Даже в океане что-то поснимал на него. Коралки. Обувь для океана, по желанию. На Кайо Коко пригодились. При заходе в океан пара метров ракушки и кораллы. Да и по краю океана удобнее прогуливаться в коралках. А что насчет еды? Голодными не будете. Но кубинцы не гурманы. Высокой кухни у них нет. Но все съедобно, выбор на курортах есть. Из рыбы лучше брать местную, ее готовят очень вкусно. Кофе в ресторанах не очень, но в любом отеле есть бар в лобби. Вот там и надо пить кофе. Для любителей чая берите свой. Куба не место для чая, только пакетики странного вкуса. В глубинке Кубы все по-другому. Капуста, 2 ломтика помидора, огурца, рис, фасоль и мясо-рыба. Меняется только мясо-рыба. Все остальное неизменно. Но тоже с голоду не умерли, привыкли. И еще, каши на завтрак не будет. Любителям нужно брать с собой пакетики и у официанта просить кипяток, агуа кальенте, и заваривать себе. И главный вопрос.
ехать ли на Кубу? Мой личный ответ – да. Тем более, если это в первый раз. Во-первых, это расширяет кругозор. Новая страна, как минимум. И это просто шикарный и теплый океан, когда нет шторма. Даже и со штормом это незабываемо. А еще песчаные пляжи, другая культура, обязательно коктейли с ромом или без, круглый год лето, уникальные закаты, звездное небо, возможность познакомиться с новыми людьми, где вы еще с канадцами пересечетесь. И, несмотря на длительный перелет, а ведь он прямой, без пересадок, цены вполне доступные и сравнимые с Турцией и Египтом. Может, вы и не получите весь тот уровень сервиса, но кубинцы еще только в начале своего туристического бизнеса. Все будет, если мы им поможем, приезжая сюда. А после первого приезда многие возвращаются. И причем не один раз. Значит, есть что-то, что притягивает сюда. Я вернусь, если предоставится случай.